8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, чтобы подписать документ о намерениях достичь мира. Однако многие детали этого урегулирования остаются неясными или вовсе отсутствуют. Сама церемония напоминала разрезание ленточки на здании, которое все еще находится в стадии строительства. Каждый из лидеров пришел к переговорам со своими мотивами. Трамп открыто стремится к получению Нобелевской премии мира, неоднократно заявляя об этом в публичных выступлениях. Пашинян заинтересован не только в мире, но и в том, чтобы завершить сделку до выборов, чтобы избежать открытой полемики о своих уступках, надеясь, что подписание договора сделает эти дебаты неактуальными. В то же время искренность Азербайджана в стремлении к миру вызывает серьезные сомнения. Президент Алиев рассматривает переговоры скорее как инструмент, позволяющий извлечь политическую и финансовую выгоду и продвигать идеологическую цель уничтожения Армении. Риторика Баку, включая отрицание исторической легитимности Армении, подтверждает отсутствие реального стремления к миру. Внутренние политические условия в двух странах резко отличаются. В Армении после 2018 года сохраняется более открытый политический дискурс и отмечается относительное улучшение по индексу Transparency International, тогда как Азербайджан остается одной из самых коррумпированных стран мира, где основная часть населения живет в бедности, а власть сосредоточена в руках узкого круга. Для Алиева необходимость отвлечь население от внутренних проблем приводит к созданию образа внешнего врага. Ранее таким врагом был Нагорный Карабах, но после его захвата и изгнания армянского населения врагом осталась сама Армения. Это отражается в росте агрессивной риторики о западном Азербайджане и требованиях вернуть якобы этнических азербайджанцев под защиту вооруженных формирований. Поспешное подписание неполного соглашения таит в себе значительные риски. Пашинян видит дипломатию как путь к разрешению конфликта, в то время как Алиев использует переговоры как прикрытие для продолжения агрессивной политики и укрепления своих позиций. Секретность переговорного процесса подрывает демократические принципы и вызывает подозрения в нежелании власти вести открытые дискуссии. Опыт международных соглашений показывает, что игнорирование скептиков и принятие чрезмерно оптимистичных сценариев часто приводит к негативным последствиям. Более того, отмена Трампом поправки 907 открывает Азербайджану доступ к закупке американского оружия, что может усилить угрозу безопасности Армении. В числе ключевых вопросов остается судьба Сюника, региона, расположенного на стратегическом пути будущего транспортного коридора, известного как маршрут Трампа. Несмотря на экономическую целесообразность прокладки коридора через Ерасх, Азербайджан настаивает на маршруте через Сюник, что способно отрезать Армению от иранской границы в районе Мегри. Интерес Азербайджана к Сюнику постоянно растет, а сама идея коридора может быть использована для закрепления контроля Баку над этим регионом. История показывает, что соглашения с Алиевым ненадежны. Подписав перемирие в ноябре 2020 года, он вскоре нарушил его блокадой и новым вторжением. После ухода Трампа с политической арены Алиев вполне может попытаться силовым путем захватить Сюник, как это произошло с Карабахом. Уязвимость региона хорошо видна на примере Капана, административного центра Сюника. Аэропорт города расположен непосредственно у границы с Азербайджаном, а безопасность рейсов контролируется наблюдателями Европейского Союза из-за риска атак со стороны азербайджанских снайперов. Вдоль приграничных дорог возводятся бункеры, поскольку существует реальная угроза перекрытия основных дорог и сельхозугодий. Жители близлежащих населенных пунктов и курортных зон живут под постоянной угрозой обстрелов и провокаций. Азербайджан искусно использует вымышленные поводы для атак и захватов территорий. Перед лицом таких угроз Армении необходима не только модернизация вооруженных сил, но и системная подготовка населения к возможному сопротивлению. Опыт Украины, которая сумела остановить вторжение России благодаря мобилизации и обучению населения, и курдов, сопротивлявшихся ИГИЛ, демонстрирует важность организационной готовности. Это означает наличие оружейных запасов, средств связи, технических средств противодействия дронам,
приборов ночного видения и возможности организации быстрой и скоординированной обороны. К сожалению, до 2020 года армяне оказались неподготовленными к новым видам войн, включая дроновые атаки и асимметричные методы ведения боя. Политики же часто игнорировали угрозы, уповая на дипломатические процессы, которые оказались недостаточно эффективными. В этом контексте значимыми становятся и совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2025 года, проходящие в Армении с 12 по 20 августа. В них принимают участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, подразделения сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальная гвардия штата Канзас. Главные задачи учений – повышение взаимодействия между подразделениями, обмен опытом в области управления и тактической коммуникации и подготовка к миротворческим операциям с акцентом на процедуры медицинской эвакуации. Эти учения демонстрируют стремление Армении укреплять оборонные способности и повышать готовность к различным сценариям развития событий. Параллельно с этим растет и напряженность на дипломатическом фронте. Член комиссии парламента Ирана Меджид Дустанов выразил жесткую позицию Тегерана по вопросу Зангезурского коридора, заявив, что этот спор должен решаться исключительно между Арменией и Азербайджаном без вмешательства США. По его словам, Вашингтон никогда не преследовал цели мира в регионе, используя тему коридора как инструмент сдерживания оси сопротивления и расширения своего военного присутствия на границе с Ираном. Дустанов назвал планы США по аренде Зангезурского коридора на 99 лет геополитической ловушкой, способной навсегда изменить баланс сил в Южном Кавказе в пользу Вашингтона и его союзников. Любое соглашение, которое приблизит американские военные силы к границам Ирана, по его словам, будет категорически отвергнуто и воспринято как угроза национальной безопасности. Таким образом, ситуация на Южном Кавказе остается крайне сложной и нестабильной. Подписание мирных договоренностей сопровождается взаимными подозрениями, отсутствием доверия и внутренними политическими играми. Ожидание, что дипломатия сама по себе сможет обеспечить длительный мир, выглядит слишком оптимистично на фоне продолжающейся милитаризации, геополитической борьбы и усиливающегося влияния внешних игроков, в том числе Ирана и США. Эксперты подчеркивают, что для предотвращения новых конфликтов необходим комплексный и сбалансированный подход, включающий как политические, так и военные меры, а также постоянный мониторинг и контроль за выполнением соглашений. Только так можно избежать повторения трагических сценариев прошлого и обеспечить стабильное будущее для народов региона. Все остальные варианты прямо или косвенно ведут к военной эскалации не только на Южном Кавказе, но и во всем регионе. Оставляйте свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых важных и актуальных новостей мира и нашего региона.